Всем привет! Сегодня у нас необычная съемка. Сегодня мы поговорим с вами о ботоксе. Я сегодня еду сейчас прям в клинику и буду делать укол красоты. В частности, это будет лоб. У меня очень сильные мышцы сейчас над бровями и вот эти вот на лбу продольные. Посмотрим, что у нас получится. Итак, мы находимся в клинике «Гармония» у пластического хирурга, кандидата медицинских наук Махлина Александра Эдуардовича. И зададим ему несколько вопросов по интересной теме уколом красоты. Итак, первый вопрос. Ботокс или диспорт? Есть ли разница? И ботокс, и диспорт представляют себя аналогичный препарат ботулотоксин типа А. Но мне больше нравится диспорт. Много лет я уже предпочитаю именно этот препарат. То есть разницы практически нет. Выбирает врач, с чем ему удобно и комфортно работать. Да. Со скольки лет лучше колоть? Можно ли оттянуть? Или все-таки, когда только появляется, тогда и нужно начинать? Косметические проблемы нужно решать тогда, когда они возникают. Понятно, что если косметических проблем нет на момент обращения, то зачем этим заниматься? Как правило, этим не хочется заниматься, пока проблем нет. Мы начинаем заниматься косметической проблемой, когда она возникает. Просто некоторые считают, что лучше не колоть, лучше подождать, когда вот будет проблема, тогда я уже себе и сделаю. Я именно об этом и говорю. Когда проблема будет, тогда и надо ее решать. То есть... Правда, некоторые говорят, зачем я буду дожидаться, когда у меня будут уже морщины. Я лучше буду колоть, чтобы этих морщин, предупредить. Чтобы их морщин не было. Логично. Что нужно делать после самой процедуры, после того, как мы уже укололи? Обычно мы рекомендуем 2 часа не лежать, минут 15-20 осуществлять движение в области введенного препарата, движение мышц, которые мы хотим, чтобы заблокировались. 2 дня не пить алкоголь, неделю не ходить в сауну. А перед процедурой? Никаких ограничений нет. А алкоголь, вот говорят... Естественно, пьяный к врачу лучше не ходить. Сауна, бассейн, загорать? Резкого загара не стоит опасаться, но никаких ограничений перед нет. Естественно, кожа должна быть в спокойном состоянии. Можно ли продлить действие препарата самим? Нет. Какими-то процедурами, Нет. кремами? А если мне не понравится эффект? Вам придется ждать, пока он закончится. А можно как-то убрать, вывести? Нет. Миостимуляция? Дискутабельный даже во врачебной среде вопрос, но надежных средств не существует. Бывает ли, что препарат может просто не взять? Да, конечно. 1 на 10 тысяч нечувствительным к ботулотоксину. Поэтому такое бывает. То есть это бывает, когда формируется снижение эффективности от сеанса к сеансу. Раньше работало, теперь работает все хуже и хуже. Такое тоже бывает. То есть происходит привыкание? С медицинской точки зрения это не привыкание, потому что есть медицинские параметры привыкания, требующие увеличения дозы препарата, обусловившей зависимость от него. Нет, ничего подобного, даже близко про диспорт сказать нельзя. Вот. Но снижение эффективности связано с адаптацией мышцы к введенному препарату. Да, мы наблюдаем. Не часто, но бывает. Сколько длится действие после уколов? От 3 до 6 месяцев. А со временем этот срок он продляется, растягивается? Бывает сокращается, а бывает остается прежним. А кому нельзя колоть? Тем, у кого есть воспаление в зонах предполагаемых инъекций. Какие-либо высыпания, дерматиты, гнойничковые сыпи. Вот. Ну и, разумеется, человек должен быть на момент инъекции в общем здоровье, не должно быть обострение хронических заболеваний. Да, то есть повышенная температура тела, боли сильных и так далее. Понятно. Спасибо большое. Давайте приступать к процедуре. Да, поехали. Ну вот мы наметили места уколов. Сейчас пойдем делать. Ну вот, 13 уколов и готовимся стать красавицей.
Итак, прошла неделя после того, как мы делали уколы красоты. Мы сейчас находимся на отдыхе, я без макияжа, поэтому не судите строго. Давайте посмотрим, что же у нас получилось с нашей мимикой. Итак, давайте попробуем улыбнуться, нахмуриться, сделать фу. То есть мы видим, что брови у нас двигаются, боковые стороны лба также подвижны, но у нас заморожена получается вот эта часть лба. То есть немного первая верхняя треть. Эффект мне очень нравится. Начался он где-то спустя 2-3 дня после уколов, и сейчас уже взялся окончательно. Морщинки разгладились, мимика немножко поменялась. То есть эта часть, она на ней не появляются морщинки. И я надеюсь, что буду все-таки менять свою мимику, чтобы они не появлялись дальше. То есть чем больше у вас находится в расслабленном состоянии зона, тем меньше там проявляются морщинки и продляется действие препарата. Брови нормально все двигаются. То есть удивляться можно, улыбаться можно, а вот злиться нельзя. Но будем более добрыми, это даже более приятно будет выглядеть со стороны. Есть такие вопросы, как можно ли колоть ботокс и препараты им схожие беременным и кормящим. Понятно, что беременным практически ничего нельзя, а вот кормящим нельзя, но что делать тем, кто кормит детей очень долго, а выглядеть красивыми все-таки хочется? Такие спорные вопросы. Есть девушки, которые все-таки колят себе ботулотоксины, при этом на несколько дней отлучая ребенка от груди, потому что в молоко у нас все-таки попадают все препараты. Но не нужно забывать, что организм, обмен веществ в эти моменты все-таки работает не так, как обычно, как у женщины в обычном состоянии. Поэтому препарат может как не взяться, так и быстрее вывестись. Я лично все-таки рисковать не стала и дождалась того момента, когда я прекращу кормить своего малыша, еще некоторое время подождав, дав организму время настроиться, перестроиться. Только после этого уже сделала себе красивую мимику, уход за лицом. А что может пойти не так? Здесь очень важны 3 фактора. Первый – это что делает сам пациент, то есть ошибка пациента. Например, можно делать какие-то процедуры, принимать лекарства, иметь какие-то хронические болезни. Обо всем этом нужно обязательно предупредить своего врача. Вторая ошибка – это ошибка доктора. И третье – это действие препарата. То есть он может быть испорченным, просроченным, не подходить вам. Ошибка доктора – это неправильное введение, не в то место, не в той дозировке. Поэтому очень важно доверять врачу, найти своего доктора, которому вы действительно доверите свою внешность, который не навредит. И здесь нужно все-таки подходить более тщательно, потому что это наша внешность. О докторах можно посмотреть отзывы в интернете, к примеру. То есть доверять уже тем, кто имеет хороший, большой опыт. Не вестись на какие-то скидки, которые дают, как правило, например, молодые врачи. Все-таки опыт, стаж, он имеет здесь очень большую роль. Мне было действительно первый раз это делать волнительно, потому что не хотелось рисковать. Поэтому я навела справки, я посмотрела в интернете отзывы. Действительно было очень много положительных. Я посмотрела, что человек с большим опытом, получила достоверные отзывы также и действительно рискнула, не пожалела. О том, делать все-таки уколы ботулотоксинов или говорить всем, что нет, я ничего не делаю, все мое естественное, я не люблю ничего себе колоть и делать, все мои морщинки, они будут со мной заслужены.
это все-таки выбор каждого человека, делать или не делать. Но если все-таки захочется, как некоторые говорят, я подожду, я лучше сделаю потом. Просто потом может быть уже все-таки поздновато, когда морщинки действительно очень глубокие, и уже уколы могут не подействовать, либо подействовать не так. Я никого не призываю, я делюсь только своим опытом и своим мнением. Я свой выбор сделала, я хочу поддерживать свою красоту. То есть помимо того, что да, я сделала уколы, я делаю процедуры ухаживающие, пользуюсь кремами, я пытаюсь изменить свою мимику, потому что, да, препарат, он мимику вашу изменил, но это все-таки ненадолго, и если вы будете морщиться, продолжать активно действовать своей мимикой, все-таки это будет все возвращаться. Поэтому пока препарат немножко заморозил наши мышцы, нужно стараться как-то перестроиться, попытаться не морщиться, чтобы не возобновлялось, чтобы продлить действие. По действию препарат примерно полгода держится. Вот у меня полное выведение я почувствовала где-то месяцев через 8. Также соблюдение необходимых рекомендаций перед и после процедуры. К примеру, нельзя лежать горизонтально после уколов. Нужно завязать с алкоголем, меньше загорать, хотя сейчас лето, это тяжело, не принимать ванну, душ, сауну горячую, не умываться горячей водой. Рекомендуется в районе недели это не делать, но и в дальнейшем тоже сейчас лето, защищаться от солнышка было бы очень хорошо, потому что организм потеет, выводятся с потом вещества все, и обмен веществ усиливается, поэтому препарат тоже может быстрее вывестись. Поэтому защищаемся от солнца, это очки, кепки, солнцезащитные средства, и тогда действие мы увидим намного дольше. Спасибо за внимание, всем пока-пока, будьте красивыми. Не забывайте подписываться и ставьте лайки.